Всем привет, друзья! Сегодня я покажу, как из старых джинсов, куска ненужной ткани и обрезков от шитья сшить домашние тапочки очень просто и быстро. Я взяла свои удобные домашние тапочки и обвела левый тапок на бумаге вот таким образом. Далее берем правый тапок и, располагая его крестообразно, на уровне середины мизинца тоже обводим. Итак, внизу у нас получается ровная линия сверху до середины мизинца. Наша выкройка практически готова, и только я добавлю 2 сантиметра вот с этого края. Вот таким образом дорисуем. Для удобства застегивания тапочка сделаем небольшой нахлест. Готово, и вырезаем нашу выкройку. Итак, вырезали, и вот так тапочек будет выглядеть у нас в готовом виде. Далее я отрезала штанины от старых джинсов, и нам понадобится их задняя широкая часть. Ее мы вырезаем. Готово. Складываем лицом к лицу штанины. Прикалываем нашу выкройку и вырезаем с учетом припусков 3 мм. Он нам понадобится, так как тапочки мы будем простегивать, и их объем может немного уменьшиться. Готово. Получились две вот такие детали. Это нижняя часть правого и левого тапочек. Далее я взяла отрез ткани. У меня это тонкая джинса. И выкроила еще две таких же детали. Готово. Получились две верхние детали тапочек. Далее я буду укладывать мелкие обрезки от шитья на нижнюю часть тапочек. Вот таким образом. Оставляя при этом свободными места сгиба тапочек. Готово. Накрываю все верхней частью тапочек и хорошо отутюживаю. Далее я скреплю все слои между собой по периметру зажимами, а внутри булавками. Готово. И далее прошиваем на полсантиметра от края по всему периметру. Далее я расчертила метки для стежки тапочка на ширину линейки вот таким образом. И прошиваем на машинке все эти полоски. Итак, готово. Вот так выглядят простеганные детали. Далее срежем обрезки со всех сторон этих деталей. И займемся бейкой, которой мы будем эти края все обрабатывать. Я нарезаю по косой из оставшейся ткани полоски шириной 4 см и стачиваю их между собой. Готово.
И далее заутюживаем нашу бейку с двух сторон по 1 сантиметру и затем пополам. Готово. Вот такая бейка получилась. И далее мы ее прикладываем лицом к лицу к краю тапочка и защипываем по всему периметру. В углах мы сделаем рассечение, чтобы ровно выложить бейку. Вот таким образом. И пришиваем на 1 сантиметр от края. Готово. Далее отворачиваем бейку на другую сторону и закалываем по всему периметру. Дадим отделочную строчку на 1 мм от края. Готово. Вот такие заготовки для тапочек стеганые у нас получились. Они достаточно плотные, хорошо сгибаются по форме подошвы и держат форму. Итак, далее мы займемся застежкой. Я взяла двустороннюю липучку. С той стороны, где у нас крючки, мы пришьем с внутренней стороны тапочек. Вот таким образом. А та сторона липучки, что мягкая и пушистая, мы пришьем с внешней стороны. Готово. Вот так наши тапочки будут застегиваться, и поэтому можно регулировать их объем. Итак, осталось только украсить наши тапочки. Я сделаю бабочку из ткани в горох. Отрезок 10 на 12 сантиметров я складываю пополам, пришиваю на 1 сантиметр от края, оставляя небольшое отверстие. Затем срезаю уголки и выворачиваю. Расправляем иголочкой все уголки и зашиваем отверстие. Готово. Затем складываем нашу заготовку посередине в несколько раз, и получается вот такая бабочка. Прошиваем ее и пришиваем к верху тапочка. Итак, друзья, наши тапочки из старых джинсов и обрезков по самой простой выкройке полностью готовы. Посмотрите, какие оригинальные, симпатичные тапочки получились.
Такие тапочки можно ношить для гостей или радовать себя. Они очень уютные и приятные к ногам. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения и до новых встреч! Шейте и носите с удовольствием!